Глава 1876. Кандидаты в монархи-жуки. Все жуки издали болезненные крики, будучи поражены этими заклинательными печатями, и мгновенно разделились. Сразу после этого три Хань-Ли начали что-то петь, делая серию различных печатей руками. Золотые жуки как будто попали под контроль какого-то ограничения, и хотя им очень не хотелось этого делать, они были вынуждены полететь к появившимся перед ними белым нитям, а затем они принялись пожирать эти белые нити. Они делали это с поразительной скоростью, и бесчисленные белые нити, вырвавшиеся из котла, были быстро полностью поглощены. Зеленокожий Хань-Ли внезапно открыл рот, увидев это, и появилось бесчисленное количество пятен серебряного света. Это были всего лишь пятнышки света размером с горошину, но, попав в гигантский котел, они быстро превратились в несколько десятков серебристых цветков размером с ладонь. Лепестки цветов переливались серебряным светом, и по всем ним бежали малиновые узоры. 13 жуков издали радостные крики при виде этих серебряных цветов и немедленно полетели к цветам, прежде чем быстро их сожрать. Однако, как только один цветок исчезал, на его месте появлялся другой. Через некоторое время жуки съели тысячи этих серебристых цветов, и их тело, казалось, немного увеличились в размерах. В этот момент мерцающий золотой Хань-Ли резко открыл глаза, и из его малиновых глазных яблок вырвались шары черного пламени. Всего через несколько вспышек они превратились в печать черного пламени, охватившую всех жуков в котле. Затем последовала своеобразная сцена. Все духовные насекомые сразу же начали пожирать черное пламя, и вскоре все пламя исчезло. В этот момент последний Хань-Ли издал громкий крик, прежде чем взмахнуть обоими рукавами в воздухе. Раздалась пара громких ударов грома, и вспыхнул золотой свет, когда вырвались две толстые золотые дуги молнии. Затем они превратились в две сети золотых молний, которые падали одна за другой, полностью охватив 13 жуков под собой. Затем раздалась череда грохочущих ударов, и сети молний превратились в бесчисленные тонкие дуги молний, которые поглотили всех жуков. Дуги молнии ударяли в жуков, заставляя фиолетовые узоры на их телах беспорядочно мигать, но при ближайшем рассмотрении можно было обнаружить, что они максимально вытягивали свои конечности. При этом они позволяли наибольшему количеству молний поражать свое тело, и не только оставались совершенно невредимыми, но и явно наслаждались этим процессом. Спустя долгое время золотая молния, наконец, постепенно рассеялась, и Хань-Ли с золотым ореолом позади него тоже открыл глаза. 72 лазурных меча в ореоле задрожали, прежде чем лететь по воздуху бесчисленными лазурными нитями, достигающими жуков в одно мгновение. Ляск. Раздалась череда громких лязгов, когда эти лазурные нити ударили жуков, отбросив их в воздух, но жуки остались совершенно невредимыми, словно были созданы из нерушимого металла. Однако все жуки были крайне взбешены этими внезапными атаками, и все они издали резкие пронзительные крики, расправляя крылья, а затем с поразительной скоростью пронеслись по воздуху, уклоняясь от лазурных нитей. Лазурные нити были быстры, как молния, но они не могли угнаться за жуками, а значит, не могли и поразить их. Хань-Ли, выпустивший лазурные нити, похоже, был этим весьма недоволен и сложил печать руками, прежде чем щелкнуть пальцем в сторону гигантского лазурного котла. Раздался глухой ляск, и на поверхности гигантского котла появились бесчисленные руны. В то же время из него вырвался взрыв огромной невидимой силы. Все жуки, уклонявшиеся от лазурных нитей, тут же значительно замедлились, а ослепительный золотой свет, мерцающий от их тел, также потускнел. Напротив, лазурные нити не только ничуть не замедлились этим взрывом невидимой силы, но их скорость увеличилась, и они образовали лазурный световой барьер над всем котлом. Таким образом, 13 жуков превратились в подсадных уток, и их сразу поразили сотни лазурных нитей. Лязг ударяющегося о металл металла был таким же плотным и быстрым, как капли дождя во время проливного ливня, и из тел золотых жуков вырвался ослепительный лазурный свет. Резкий визг, который они издавали, также стал чрезвычайно громким и пронзительным. Выражения трех лиц Хань-Ли остались совершенно неизменными, и двое из них быстро делали печать руками, в безумии вводя свою магическую силу в котел, в то время как последний контролировал нити лазурного меча. Таким образом, вся секретная комната была заполнена звуком летящих по воздуху нити меча, смешанных с грохотом и взрывами. По прошествии неопределенного периода времени Хань-Ли, выпустивший нити лазурного меча, внезапно махнул рукой, и лазурные нити сразу же остановились, а затем снова превратились в 72 лазурных меча, которые летели обратно как вспышки. Золотой ореол над его головой повернулся на месте, и все летающие мечи внезапно исчезли. Сам ореол затем также исчез среди глухих ударов. В то же время два других Хань-Ли перестали делать печать руками, и золотые жуки, залитые лазурным светом, естественным образом снова проявились. Даже после того, как они так долго были разорваны нитями меча, они все еще оставались совершенно невредимыми. Однако их ярость накапливалась все это время, и как только ограничение, связанное с гигантским котлом, было снято, они немедленно яростно полетели к 3 Хань-Ли. Несмотря на это, 3 Хань-Ли оставались совершенно невозмутимыми, и все они в унисон произнесли одно и то же слово.
Стойте! Все золотые жуки тут же дрогнули в воздухе, после чего из лазурного котла вырвалась вспышка белого света, сметая жуков и мгновенно унося их обратно в котел. Жуки, естественно, очень не хотели возвращаться в котел, но сопротивляться они были бессильны. Ханли, который только что выпустил летающие мечи, вздохнул с облегчением, и выражение его лица немного смягчилось, когда он пробормотал себе под нос. Их становится все труднее контролировать. Похоже, секретная техника не лгала. Как только они вырастут до такого размера, первоначальный метод управления перестанет работать. Мне придется провести еще одну церемонию признания хозяина. Однако на данный момент все жуки обладают одинаковым уровнем силы. Им очень трудно продолжать пожирать друг друга, поэтому не очень правдоподобно пытаться взрастить монарха-жука. Брови Ханьли слегка нахмурились, когда он глубоко задумался. С тех пор, как он ушел из адской реки, он культивировал, собирая все редкие материалы, с которыми сталкивался, и спустя более 100 лет он наконец вернулся к человеческой расе. В этот момент он знал, что дьявольская скорбь было неизбежным, поэтому он немедленно собрал всех 3 своих учеников, чтобы дать им некоторые инструкции, а затем снова занялся культивированием. У него было 2 цели на этот период уединения, первая из которых заключалась в том, чтобы использовать эликсир божественной адской реки для улучшения своей физической конституции, стремясь достичь пика середины стадии интеграции тела, прежде чем пытаться совершить прорыв. Что касается второй цели, то она заключалась в том, чтобы попытаться воспитать монарха-жука, используя секретную технику, которую он получил от пустотного духа. Если он сможет успешно взрастить золотого жука-монарха до начала дьявольской скорби, хотя этого все еще может быть недостаточно для того, чтобы он без колебаний путешествовал по миру высших дьяволов, это, по крайней мере, обеспечит его выживание. Таким образом, хотя он знал, что было что-то подозрительное в том, как легко пустотный дух передал ему секретную технику, он все же решил попробовать. Он вернулся в человеческую расу более 100 лет назад, и за это время он бесчисленное количество раз изучал эту секретную технику. Кроме того, он объединил свой собственный опыт культивирования насекомых, а также некоторые уникальные преимущества, которые у него были, и разработал свой собственный метод воспитания жуков-монархов. Этот метод был во многом идентичен секретному методу расы падёнок, но с небольшими отличиями. Например, в секретной технике расы падёнок были определенные духовные лекарства, которые нужно было давать жукам-пожирателям золота, но из-за того, насколько они редки, духовные лекарства нужно было давать жукам только 1 раз. Однако с таинственным маленьким флаконом, который Ханьли держал в рукаве, он смог массово производить эти редкие духовные лекарства, что позволило ему регулярно кормить ими своих жуков-пожирателей золота. Кроме того, в секретной технике расы падёнок были предусмотрены некоторые типы молний, которые можно было использовать для улучшения тел жуков, и он решил заменить эти типы молний своей божественной молнией погибели дьявола. Конечно, только небесам было известно, окажутся ли эти изменения эффективными. Однако, по мнению Ханьли, этот новый метод должен иметь гораздо больше шансов на успех, чем секретная техника расы падёнок. В течение последних лет Ханьли держал в резерве около 10 тысяч взрослых жуков-пожирателей золота, которые не мутировали, в то время как все мутировавшие жуки-пожиратели золота были помещены вместе. Затем он использовал специальные методы, чтобы заставить их пожирать друг друга снова и снова. Чтобы контролировать этих новых жуков-пожирателей золота, которые стали гораздо более могущественными после того, как пожрали так много своих собратьев, Ханьли пришлось купить этот массивный лазурный котел за огромную цену. Этот котел не был бы очень полезен в бою, но он мог бы значительно улучшить его способность контролировать своих жуков-пожирателей золота. Таким образом, после проведения всех необходимых приготовлений и кропотливого выращивания этих жуков, в течение почти 200 лет десятки от тысяч жуков-пожирателей золота остались лишь эти последние 13 жуков-пожирателей золота с фиолетовыми полосами. Все эти новые жуки-пожиратели золота должны были стать кандидатами на звание монарха-жука-пожирателя золота, и с их объединенными способностями они могли даже противостоять обычному культиватору средней стадии интеграции тела. Однако, когда Ханьли попытался заставить этих 13 жуков продолжать пожирать друг друга, он столкнулся с непреодолимой проблемой. Из-за того, что эти жуки были равны по силе, ни один из них не смог убить другого. Глава 1877. Тень глубокого моря. Однако, чтобы породить жуков-монархов, эти жуки должны были продолжать пожирать друг друга. Это, естественно, очень расстроило Ханьли, но он не смог найти подходящего решения, поэтому на данный момент он мог использовать только все виды методов для улучшения тел этих жуков. При этом он сможет постепенно улучшать их силы, тем самым увеличивая вероятность того, что в долгосрочной перспективе будет возвращен жук-монарх. Кроме того, хотя ему не удалось воспитать жуков-монархов, теперь для него было простой задачей контролировать этих 13 пурпурно-полосатых жуков-пожирателей золота с помощью своего духовного чутья. Таким образом, они стали гораздо более подходящим вариантом для использования в бою, чем десятки тысяч жуков-пожирателей золота, и они были новым дополнением к его коллекции козырей. За эти прошедшие годы Ханьли также исчерпал большую часть своего запаса божественного эликсира адской реки,
и его физическое телосложение претерпело некоторые глубокие изменения. Самым заметным из этих изменений было то, что скорость, с которой он мог преобразовать ци мира в магическую силу во время культивирования, увеличилась более чем на 30%. 30% не казались чем-то невероятным, но это, по сути, означало, что он мог достичь того же эффекта в своем культивировании, что и в прошлом, за 2/3 первоначального времени. Вдобавок ко всему, Цин Юаньцзы с большой уверенностью сказал ему, что очищение тела божественным эликсиром адской реки принесет огромную пользу, когда дело доходит до преодоления препятствий стадии интеграции тела. В противном случае 4 демона-монарха земной бездны не пошли бы на такой огромный риск, пытаясь получить немного эликсира. Кроме того, Хань Ли также постоянно употреблял все типы пилюль, которые могли улучшить его базу культивирования, поэтому его магическая сила росла быстрыми темпами. К этому моменту он уже достиг пика стадии интеграции среднего тела, и ему потребуется менее 20 лет подготовки, прежде чем он сможет предпринять попытку совершить прорыв. Имея это в виду, Хань Ли слабо вздохнул и закрыл глаза, чтобы снова культивировать. Однако именно в этот момент из двери потайной комнаты внезапно вспыхнул белый духовный свет, следом за полупрозрачной вспышкой света, прокатившейся по комнате. Хань Ли слегка запнулся, увидев это, прежде чем немедленно махнуть рукавом к двери, которая мгновенно открылась во вспышке духовного света. Затем огненный шар мгновенно выстрелил в комнату, прежде чем быстро полететь в руки Хань Ли, и он посмотрел вниз на огненный шар, прежде чем ввести в него свое духовное чувство, после чего выражение его лица резко изменилось. Его пальцы резко соединились, и огненный шар раздавился с глухим стуком. В свете его красного света на лице Хань Ли появилось чрезвычайно мрачное выражение. «Я не думал, что дьявольская метка появится так скоро. Похоже, у меня нет другого выбора, кроме как выйти из уединения», пробормотал он себе под нос, когда из его тела вырвался духовный свет. 2 других Хань Ли бесстрастно повернулись к нему, увидев это, а затем полетели к нему как пара проекций. 3 объединились в один среди пары глухих ударов, и аура Хань Ли резко возросла, когда он поднялся на ноги. Он махнул рукой в сторону гигантского лазурного котла, и тот быстро уменьшился до размеров человеческого кулака, а затем исчез в рукаве Хань Ли во вспышке лазурного света. После этого Хань Ли поднял голову и внезапно оказался перед входом в секретную комнату, мгновенно преодолев расстояние более 100 футов. После этого он вышел из комнаты и исчез. У подножия гигантской горы, глубоко внутри определенного горного хребта в первобытном мире, был молодой человек в белом, вовлеченный в напряженное противостояние с 3 огромными первобытными зверями. Одним из 3 зверей был двуглавый гигант ростом более 1000 футов. У него был чрезвычайно злобный вид, который только подчеркивала голова с растрепанными желтыми волосами, и он держал в одной руке массивную черную дубину. 2 других зверя были парой гигантских темно-красных питонов, один из которых был больше другого. Более крупный из 2 питонов был более 3000 футов в длину, а меньший — 800 футов в длину. Оба извергали изо рта красный туман, который оказался чрезвычайно ядовитым, и все 3 первобытных зверей пристально смотрели на сравнительно крошечного юношу с настороженностью в глазах. У молодого человека в белом на лице были своеобразные золотые и серебряные руны, и он сказал ледяным голосом: «Хе-хе, несколько дней назад я уже предупредил всех могущественных живых существ в этом месте, чтобы они ушли. Все умные ушли, и только вы 3 отказались. Неужели вы думаете, что сможете противостоять мне, объединившись? Как наивно. В таком случае оставайтесь, я заберу ваши души и внутренние ядра и сделаю это место вашим последним пристанищем». 3 первобытных зверя, казалось, развили некоторый уровень интеллекта, и как только они услышали это, двухголовый великан заскрежетал своими острыми зубами, прежде чем яростно ударить огромным кулаком в свою грудь, затем откинул голову назад и выпустил яростный рык. У 2 темно-красных питонов также был холодный взгляд, и они начали щелкать раздвоенными языками с большей настойчивостью, а их шипение становилось все громче и угрожающим. Увидев это, на лице молодого человека в белой мантии появилась холодная улыбка, и он сложил печать руками, прежде чем резко обрушить ее на землю. Раздался глухой удар, когда вырвалась вспышка белой ледяной ци, в мгновение ока покрыв площадь в несколько акров. Сразу после этого в воздухе появилось бесчисленное количество сверкающих и полупрозрачных снежинок размером с яйцо, и все они начали переливаться ослепительным светом под солнцем. Из белой ци внезапно вырвался своеобразный резкий крик, и выскочила нетронутая белая многоножка, похожая на ледяную статую. У многоножки было 6 крыльев на спине и пара ярко-красных глаз. Когда она впервые появился из белой ледяной ци, ее длина составляла всего около 80 футов, но затем она быстро удлинилась до более чем 1000 футов в длину. Затем она без колебаний открыла свою пасть, чтобы извергнуть всплеск белого ледяного пламени, которое хлынуло на 3 зверей, как белое ледяное море. Сердца 3 зверей дрогнули, увидев это, и они немедленно развязали свои собственные защитные приемы, ясно осознавая, насколько страшной была эта ледяная ци. Двуглавый гигант схватился за свою черную дубину обеими руками, прежде чем яростно взмахнуть ею в воздухе перед собой несколько раз в быстрой последовательности.
Раздалась череда взрывных грохотов, и порыв яростного ветра был сметен, прежде чем нестись прямо к ледяной ци на расстоянии. Тем временем два гигантских питона открыли свои пасти, чтобы выпустить огромный поток красного тумана, который превратился в палящее пламя, образовавшее барьер вокруг их тел. Однако перед лицом белого ледяного моря свирепый ветер и палящее пламя были мгновенно побеждены к большому шоку и ужасу трех гигантских зверей. И прежде чем они успели среагировать, они превратились в трио ледяных статуй. Массивная многоножка кружила в воздухе над тремя зверями, затем взмахнула 6 крыльями, выпустив 6 полос белого света. Полосы света несколько раз обернулись вокруг трех ледяных статуй, словно молнии, после чего раздался оглушительный грохот, и статуи рассыпались грудами ледяных хлопьев. Вспыхнул свет, и души трех гигантских зверей появились перед тем, как тут же в панике попытались бежать с места происшествия, но шестикрылая многоножка снова открыла рот, чтобы выпустить невидимую всасывающую силу, которая мгновенно охватила всю область внизу. Осколки замороженных останков трех гигантских зверей и их души были сметены, и их поглотила массивная многоножка. Сразу же после этого вспыхнул белый свет, и шестикрылая многоножка исчезла, но на ее месте снова появился молодой человек в белом. Он посмотрел вниз с холодным выражением лица и, убедившись, что ничего не пропустил, перевел взгляд на гигантскую гору впереди с фанатичным блеском в глазах. Его тело качнулось, и он мгновенно пролетел по воздуху полосой белого света, исчезнув в горе после нескольких вспышек. Вскоре молодой человек в белом появился в естественной пещере, которая находилась на бесчисленных футах под горой. Он смотрел на неровную красновато-фиолетовую каменную стену внутри пещеры с выражением волнения на лице. «Ха-ха, я нашел месторождение пурпурной руды инь. Похоже, я получу истинное духовное тело даже раньше, чем ожидал». Как только его голос затих, он тут же рухнул на землю и снова принял форму сороконожки. В данном случае сороконожка была размером всего в несколько десятков футов и испустила вспышку света, охватившую всю каменную стену. Затем красновато-фиолетовая каменная стена медленно исчезла среди вспышек белого духовного света, и за ней осталась гигантская зияющая черная дыра. После этого шестикрылая многоножка тут же взмахнула крыльями и исчезла в дыре полосой черного света, после чего изнутри раздалась череда грохочущих ударов. В некой потайной комнате глубоководного дворца был гигантский кокон, подвешенный в воздухе. Кокон был окутан бесчисленными малиновыми нитями и непрерывно извивался. И вот на его поверхности появилось бесчисленное количество малиновых рун, и он начал расширяться с невероятной скоростью. Всего за один вдох вся просторная секретная комната была полностью заполнена расширяющимся гигантским коконом, после чего слабая черная тень внутри кокона чуть-чуть шевельнулась. Кокон тут же взорвался сотрясающим землю грохотом, и в воздухе в секретной комнате появился голый молодой человек. У молодого человека была светлая, как нефрит, кожа и очень красивые черты лица. На передней части его тела и на спине была начертана диаграмма мерцающего золотого цветка лотоса. Цветы были размером в несколько футов и были очень яркими и реалистичными. Они распространились практически по всему телу молодого человека, и, как ни странно, один только их вид вызывал головокружение. Глаза обнаженного молодого человека были плотно закрыты, выражение его лица было спокойным и безмятежным, когда он завис в воздухе совершенно неподвижно. Спустя долгое время из его тела вспыхнул слабый золотой свет, и диаграммы золотых цветков лотоса начали скручиваться и вспыхивать, как будто они ожили. Молодой человек медленно открыл глаза, чтобы показать пару удивительно ярких зрачков, которые, казалось, содержали какую-то таинственную силу. Раздалась пара глухих ударов, и два огненных шара внезапно вспыхнули в глазах молодого человека. Один из огненных шаров был золотым, а другой — серебряным, и они непрерывно вспыхивали, когда молодой человек двигал головой. Внезапно его взгляд остановился на каком-то предмете, расположенном в углу потайной комнаты, и на его лице появилось очень странное выражение. Этот предмет представлял собой хрустальный шар, который был помещен на короткий нефритовый столик. Шар был размером с человеческий кулак, и его поверхность мерцала слабым духовным светом, освещая четкое изображение внутри него. Изображением был мерцающий серебряный стручок с семенами лотоса, и он был чрезвычайно реалистичным. Глава 1878. Стадия Великого Вознесения древесного клана. Золотое и серебряное пламя в глазах молодого человека непрерывно мерцало, но от его тела исходила заметная ледяная аура. Внезапно он наложил печать руками, и из его тела вырвался слой золотого духовного пламени, который затем превратился в роскошную золотую мантию, покрывающую все его тело. Затем он сделал хватательное движение к хрустальному шару издалека, и тот полетел к нему, прежде чем мгновенно исчезнуть в его теле. Молодой человек поднял голову, прежде чем пробормотать про себя: «Я чуть не умер за это сокровище в истинном бессмертном царстве, как ты посмел забрать его? Мне плевать, кто ты, я найду тебя и сотру тебя с лица земли. Но перед этим я должен выбраться отсюда».
Судя по содержанию его слов, он должен был быть крайне зол, но лицо его оставалось совершенно невыразительным, что создавало весьма своеобразный контраст. В следующее мгновение он потер руки, и золотой свет вспыхнул, прежде чем он поднял ладони в воздух. Появился шар золотого света, и вначале он был размером всего с человеческий кулак, но затем резко увеличился в размерах, а жужжание разнеслось по всей тайной комнате. Всего за несколько вдохов в этом таинственном дворце раздалось несколько глухих ударов, после чего несколько золотых столбов света вырвались из него во всех направлениях. Затем разразилась череда громких грохочущих ударов, когда из дворца в безумии вырвалось еще больше золотого света, и все здания полностью рухнуло. Все пространство было залито этим золотым светом, и когда свет померк, снова появился молодой человек в золотых одеждах, стоящий на первоначальном месте дворца в бесстрастной манере. Он убрал поднятые руки, и через несколько мгновений из океана вылетела полоса золотого света. После этого полоса золотого света выбрала определенное направление для движения и направилась прямо к континенту Тянь-Юань. На территории древесного клана континента Тянь-Юань босая женщина в белом платье грациозно парила над огромным пышным деревом высотой более 100 тысяч футов. Перед ней стоял пожилой мужчина в лазурной мантии, и между ними возникло напряженное противостояние. Более чем на 1000 футов ниже женщины находился отвратительный крепкий мужчина в костюме черных доспехов, окруженный мужчиной и женщиной средних лет. Дородный мужчина скрестил руки на груди и свирепо смотрел на дуэт средних лет. Напротив, пара средних лет выглядела довольно утонченно, а женщина оценивала дородного мужчину с настороженным взглядом. «Я не знаю, кто вы и откуда пришли, но вы проникли на святую землю нашего клана и собрали более 10 наших цветов черного духа. Вы действительно думаете, что в нашем клане нет существ великой стадии Вознесения, чтобы противостоять вам?» — сказал холодным голосом мужчина в лазурной мантии, сердито глядя на женщину перед ним. «Я бы не стала проникать в какое-либо место, не проведя предварительно достаточных исследований. Вы же великий старейшина древесного клана, верно?» «Не будьте таким скупым, товарищ Даос Ву на несколько духовных цветов», — невозмутимо сказала женщина, по-видимому, совершенно не смущенная стоящим перед ней могущественным врагом. Вы говорите, что это не имеет большого значения, но цветы черного духа обладают необычайными эффектами, и все наш клан может производить только чуть более 100 таких цветов за 10 тысяч лет. Вы взяли почти половину из них за один раз, и вы думаете, вам просто позволят уйти с ними?» Выражение лица пожилого человека помрачнело, когда он говорил. Этот великий старейшина клана культивировал в некоем секретном районе поблизости, и если бы не тот факт, что ему приходилось выходить из уединения, чтобы заняться некоторыми делами, он бы даже не заметил, что кто-то проник на святую землю его клана, чтобы забрать так много цветов черного духа. Как только он обнаружил это, он сразу же столкнулся с преступниками лицом к лицу, но женщина, стоящая перед ним, обладала непостижимой силой, даже на стадии Великого Вознесения, как он, поэтому он не напал на нее сразу. «Я уже оказала вашему клану услугу, не забрав все цветы черного духа. Вы достаточно сильны, но все еще не ровня мне, так что вы собираетесь делать?» Усмехнулась женщина, и пожилой мужчина в лазурной мантии пришел в ярость от ее слов. На пике ярости пожилой человек разразился смехом неверия. Видя, как вы не уважаешь наши кланы, мне придется проверить ваши способности, чтобы увидеть, действительно ли вы можете подтвердить свои слова. Если вы действительно сильнее меня, тогда я прикажу всему племени отступить и позволю тебе уйти. Если вы не ровня мне, то другие существа из вашего клана просто будут просить смерти, если бросят мне вызов. Однако вы действительно хотите сражаться здесь?» — спросила женщина с улыбкой, взглянув на гигантское дерево внизу. Женщина и без того была несравненной красавицей, а ее улыбка только еще больше подчеркивала ее очарование. Даже пожилой мужчина не мог не быть на мгновение очарован ее ошеломляющей элегантностью, но тут же пришел в себя, после чего выражение его лица еще больше помрачнело. «Мы вдвоем сравняли бы святую землю моего клана с землей, если бы сражались здесь. Пойдем со мной, товарищ Даос». Как только его голос стих, пожилой мужчина резко взмахнул рукавом вверх, и из него вырвался столб лазурного света. Затем столб лазурного света превратился в гигантский меч длиной более 1000 футов, после чего пронзил воздух. Раздался оглушительный грохот, когда гигантский меч врезался в пустой воздух во вспышке белого света. Произошла вспышка мощных пространственных флуктуаций, и появился пространственный разлом длиной более 100 футов. Этот великий старейшина клана разбил пространственный разлом всего одной атакой. Он шагнул в пространственный разлом без каких-либо колебаний, полностью игнорируя опасности внутри разлома. На лице женщины появилась слабая улыбка с оттенком насмешки и презрения, и она повернулась к дородному мужчине внизу, прежде чем отдать приказ. «Ты пока оставайся здесь, и я скоро вернусь». Да, священный предок, дородный мужчина выглядел очень свирепым, но вел себя по отношению к женщине крайне уважительно. Женщина осторожно постучала ногой по воздуху, и из-под ее ног появился розовый цветок и медленно унес ее в пространственный разлом.
Через несколько мгновений в пространственном разломе разразилась череда грохочущих грохотов и поразительных взрывов, сопровождаемых вспышками ослепительного света. Все было так, как будто судный день постиг пространство внутри разлома. Два культиватора клана средних лет обменялись потрясенными взглядами, увидев это. Что касается дородного мужчины, он снова повернулся к дуэту средних лет, когда злобное выражение снова появилось на его лице, казалось, и он совершенно не заботился о женщине в белом. Переполох, происходящий внутри разлома, длился недолго. Примерно через 10 минут весь свет исчез, и в пространственном разломе не было слышно ничего, кроме полной тишины. Дуэт средних лет повернулся к разлому с нервными выражениями на лицах, в то время как дородный мужчина просто оценил их с холодной усмешкой на лице. Через несколько мгновений из пространственного разлома вспыхнул лазурный свет, и оттуда появилась гуманоидная фигура. Это был никто иной, как пожилой мужчина в лазурной мантии. Он выглядел совершенно физически невредимым, но его лицо было явно бледнее, чем раньше. Как только он вышел из пространственного разлома, он повернулся к нему с оттенком страха в глазах. Потом женщина в белом также вышла из пространственного разлома, и выражение ее лица было таким же спокойным и собранным, как и тогда, когда она впервые вошла в разлом. Обеспокоенность на лицах дуэта средних лет из клана только усилилась, когда они увидели это. Как только женщина в белом появилась, она спросила: «Могу ли я сейчас уйти, товарищ Даос?» У великого старейшины клана было чрезвычайно напряженное выражение лица, когда он сказал сквозь стиснутые зубы: «Муцзюнь, Муцзя, передайте мой приказ. Никому из клана не разрешается нападать на этих двоих, и им должно быть позволено покинуть нашу территорию, когда они захотят». Мужчина средних лет тут же попытался оспорить приказ. «Но великий старейшина, эти цветы черного духа». «Заткнись. Ты сомневаешься в моих словах?» — закричал пожилой мужчина, когда на его лице появилось холодное выражение. «Я бы не посмел, старший. Я немедленно передам ваши приказы», — поспешно ответил мужчина средних лет, почтительно поклонившись. Иди», — холодно хмыкнул пожилой мужчина. На этот раз мужчина средних лет не смел колебаться. Он перевернул руку, чтобы извлечь стопку мерцающих лазурных талисманов, и несколько раз провел рукой по талисманам, прежде чем выпустить их в виде полос лазурного света одним движением запястья. Талисманы тут же растворились в воздухе неподалеку, а женщина в белом платье лишь улыбнулась, увидев это, заправив несколько прядей выбившихся волос за ухо. Затем она махнула рукой в сторону крепкого мужчины в черной броне внизу и улетела, не сказав ни слова. Дородный мужчина торжествующе захихикал, прежде чем немедленно броситься в погоню за женщиной, словно порыв яростного черного ветра. Великий старейшина клана был крайне разгневан тем, что здоровенный мужчина стадии интеграции тела вел себя так грубо в его присутствии, но он не осмеливался делать ничего, кроме как с ледяным выражением лица смотреть, как дуэт улетает. «Мудзя, твои глаза мудрости лазурного духа чрезвычайно глубоки. Ты можешь узнать что-нибудь об этих двоих?» Вдруг спросил пожилой мужчина. «Боюсь, мне придется разочаровать вас, великий старейшина». Я активировал свои глаза мудрости до предела, но по-прежнему не смог много увидеть. Эта женщина великой стадии Вознесения окутана бесчисленными цветочными проекциями, что делает невозможным для меня увидеть ее истинную форму. Может быть, она также является лесным духом или имеет какую-то связь с нашим кланом? Нерешительно ответила женщина средних лет из клана. Она определенно не из нашего клана. Скорее всего, искусство культивирования, которое она использует, каким-то образом связано с нашим. К несчастью, она сильна, и теперь, когда она появилась в нашем клане, я волнуюсь, что мы очень близки к началу дьявольской скорби, вздохнул пожилой мужчина. Глава 1879. Уверенность. Я доверяю вашему суждению, великий старейшина. Что касается этого человека, я видела нечеткую проекцию змея на его теле, и я также мог видеть, что он обладает чрезвычайно чистой дьявольской ци. Может ли он быть каким-то образом связан с расой высших дьяволов? Предположила женщина. Скорее всего, нет. В мире духов разбросано бесчисленное множество искусств культивирования дьявольского даа, и тот факт, что его истинная форма, змей, указывает на то, что он определенно не из расы старших дьяволов. Вирмы и старшие дьяволы — заклятые враги, и если бы два таких существа столкнулись друг с другом, тут же завязалась бы битва насмерть, заключил пожилой мужчина после небольшой паузы для размышлений. Несмотря на его обширные знания и опыт, этому великому старейшине не приходило в голову, что человек в черных доспехах может быть злым драконом, который вымер бесчисленные годы назад в мире духов. В результате он, естественно, сделал большую ошибку в суждениях. Тем временем высоко в воздухе, за 1000 километров, здоровенный мужчина уважительно разговаривал с женщиной в белом. «Священный предок, если эти цветы черного духа полезны для вас, то почему вы не взяли их все? Этот великий старейшина всего лишь существо ранней стадии Великого Вознесения, поэтому он никак не мог стать угрозой для вас.
В конце концов, даже среди всех священных предков ваши силы входят в пятерку лучших. Я уверена в своей способности победить этого великого старейшину, но на самом деле я не уверена в своей способности убить его. Вдобавок ко всему, цветы черного духа имеют лишь ограниченный эффект, помогая мне оправиться от травм, так что они перестанут быть эффективными для меня, как только я выпью больше 10. Таким образом, существует несоответствие между риском и вознаграждением. Так зачем мне делать что-то настолько неразумное, объяснила женщина. Понятно. Тем не менее, мы уже прочесали большую часть континента Тянь-Юань, и если мы не сможем ничего найти в ближайшее время, то не пора ли нам покинуть этот континент? Если я правильно помню, Святое Царство должно вот-вот спуститься в это царство, и для нас было бы очень плохо, если бы мы столкнулись с другими священными предками, нерешительно сказал мужчина. Перед побегом из Святого Царства я действительно обсуждала некоторые детали этого с другими священными предками, и это действительно один из регионов, где наши два царства больше всего пересекаются. Однако не стоит беспокоиться. Несмотря на то, что Святое Царство вот-вот спустится, эти священные предки не смогут сразу же прибыть в мир духов. В лучшем случае нам придется иметь дело только с их клонами. Кроме того, до этого я не была уверена, но после того, как достигла этого места, я использовала секретную технику предсказания, и эта техника говорит мне, что существует очень большая вероятность того, что вещь, которую я ищу, находится здесь. И раз так, я просто не могу идти при таких обстоятельствах, усмехнулась женщина. Понятно. В таком случае я сделаю все, что в моих силах, чтобы найти эту штуку и помочь вам восстановить силы, даже ценой моей жизни. Сказал здоровяк, уверенно хлопнув себя по груди. Похоже, Мин Ло очень хорошо тебя воспитал. Если ты поможешь мне восстановить мои силы, то я, естественно, тоже щедро тебя вознагражу, сказала женщина со слабой таинственной улыбкой. Спасибо, священный предок. Я в вашем распоряжении, как посчитаете нужным. Мужчина был в восторге, услышав это, и тут же попытался снова выразить свою преданность. Женщина лишь взглянула на мужчину с намеком на улыбку и больше ничего не сказала. Таким образом, они вдвоем продолжили свой путь и направились прямо к территории человеческой расы. Хань Ли был на вершине одной горы, с мрачным выражением лица оценивая гигантскую дьявольскую метку в небе. В нескольких десятках футов позади него почтительно стояли трое его учеников. Хань Ли слабо вздохнул, прежде чем проинструктировать: «Давайте вернемся сейчас». Похоже, дьявольское бедствие определенно начнется в течение полугода. Да, учитель. Трое учеников, естественно, не возражали. Хань Ли провел рукавом по воздуху, выпустив вспышку лазурного света, которая охватила всех четверых, а затем полетела прямо к пещере. Час спустя Хань Ли сидел в зале своей пещерной обители, а рядом с ним сидела красавица в серебряном одеянии. Это была никто иная, как ледяной феникс, которая все это время культивировала под его защитой. К этому моменту она не только восстановила всю свою прежнюю магическую силу, но и уже достигла поздней стадии божественной трансформации, и основным фактором, способствовавшим ее быстрому прогрессу, были пилюли, которые Хань Ли постоянно давал ей. Бай Гоэр, Хай Юйтянь и Цилин Цзы тоже стояли в потайной комнате. «Брат Хань, дьявольская метка оказалась слишком близко к нашей пещерной обители. Это явно неподходящее место для культивирования. Какие у тебя планы? Должны ли мы немедленно переместить нашу пещерную обитель в другое место?» Спросила ледяной феникс с намеком на беспокойство в глазах. Эти последние несколько столетий были самым приятным периодом в ее путешествии по пути культивирования. Мало того, что ей не нужно было беспокоиться о собственной безопасности, у нее был практически безграничный запас исключительных пилюль, но все это могло закончиться сейчас, когда над их головами нависла надвигающаяся дьявольская скорбь. Нам действительно придется переместить пещерную обитель. Давай переместимся в город высшего неба. Ведь когда начнется дьявольская скорбь, почти все малонаселенные районы станут крайне опасными. Даже если мы не отправимся в этот город, мне все равно придется отправиться в один из суверенных городов, ответил Хань Ли. Мы переезжаем в город высшего неба. Значит ли это, что ты собираешься присоединиться к их совету старейшин, брат Хань? Удивленно спросила ледяной феникс. Нет, только 4 из нас будут жить в городе высшего неба в долгосрочной перспективе. Я помогу защитить город от первых нескольких волн атак из царства старших дьяволов, а затем отправлюсь культивировать в секретное место, которое старые дьяволы не смогут найти, ответил Хань Ли, покачав головой. Почему так? Может быть, тут же ледяному фениксу пришла в голову мысль. Хань Ли кивнул в подтверждение. Правильно, я могу попытаться прорваться на позднюю стадию интеграции тела еще примерно через 10 лет, поэтому мне нужно на некоторое время уйти в уединение. Понятно. Это действительно мудрое решение, брат Хань. Что касается твоего прорыва на стадию поздней интеграции тела, я обещала помочь тебе в этом процессе, поэтому, когда придет время, я сделаю, как ты скажешь, брат Хань, сказала ледяной феникс, когда на ее лице появился слабый румянец.
Хань Ли кивнул, прежде чем повернуться к своим 3 ученикам. «Очистите пещеру и скажите всем своим ученикам, что мы покидаем это место через 3 дня. Гоэр, вижу, что ты не хочешь идти в город высшего неба, ты можешь отправиться в город Сюань-У после того, как позаботишься обо всех учениках. Город Сюань-У будет охраняться Сюань-Ву и Старой Черепахой, так что это будет очень безопасное место». «Да, учитель». «Спасибо, учитель». У 3 учеников, естественно, не было возражений, и все они уважительно поклонились Хань Ли. Таким образом, через 3 дня из горы появилось несколько гигантских ковчегов длиной более 300 футов. В самом начале одного из ковчегов стоял молодой человек в лазурной мантии с чрезвычайно спокойным и собранным выражением лица, выглядевшим так, как будто ничто в этом мире не могло повлиять на его эмоции. На других ковчегах стояло несколько сотен людей обоего пола и всех возрастных категорий. У некоторых на лицах было нервное выражение, но большинство из них были очень взволнованы. Через несколько мгновений яркий духовный свет вспыхнул на поверхности гигантских ковчегов, и они быстро исчезли вдали, как массивные шары света. Почти в то же самое время десятки тысяч смертных и культиваторов также поднимались на борт ряда гигантских летающих ковчегов на небольшом горном хребте за бесчисленные километры отсюда. Вся сцена была чрезвычайно суетливой и хаотичной, и на одном из ковчегов стояла женщина в роскошном платье, окруженная дюжиной или около того культиваторов божественной трансформации и пространственного закаливания. Женщина была изысканной красавицей, на вид лет 20, и ее брови были слегка нахмурены, когда она оценивала хаотические сцены, разворачивающиеся перед ней. Старшая дух крови, я думаю, что было бы более безопасным вариантом отправиться в город Сюаньк. В конце концов, помимо Сюань-У, в городе есть еще гигантский зверь, который близок к истинному духу по силе, нерешительно сказал пожилой мужчина на стадии пространственного закаливания. «Ты сомневаешься в моем суждении?» — спросила женщина холодным голосом. «Нет, я бы не посмел», — поспешно сказал пожилой мужчина. Ты ничего не знаешь. С тираном-владыкой и этой старой черепахой город Сюань, естественно, будет более могущественным, чем город Тянь-Юань, но у меня есть некоторые связи с нынешним святым властелином Небесного Юаня, так что, по крайней мере, наша семья Сюй не будет использоваться в качестве пушечного мяса, когда мы доберемся до города Тянь-Юань. Напротив, я, конечно, не могу гарантировать то же самое в городе Сюань, уверенно сказала женщина. Понятно. Простите мне мое невежество, почтительно отсалютовав, сказал пожилой мужчина. Я позволю тебе сорваться с крючка на этот раз, увидев, что ты думаешь ради блага семьи Сюй, но не обвиняй меня в том, что я отвернусь от тебя, если ты сделаешь это снова. Сказала женщина с холодным выражением в глазах. Все вокруг нее поспешно поклонились в унисон, услышав это, и заявили, что больше не посмеют подвергать сомнению ее авторитет. Женщина лишь махнула рукой, прежде чем отвернуться. Спустя более чем полдня около 100 ковчегов разных размеров поднялись в воздух, прежде чем полететь в определенном направлении, и горный массив в мгновение ока полностью опустел. Огромное поместье семьи Сюй теперь было полностью заброшено. То же самое происходило во всем человеческом роде. Некоторые из известных семей, которые еще не присоединились к какой-либо крупной силе, окончательно потеряли самообладание после появления дьявольских меток, и все они покинули свои поместья в поисках более зеленых пастбищ. 2 месяца спустя старый монах в золотых одеждах стоял на вершине гигантской городской стены города высшего неба и смотрел вдаль парой прищуренных глаз. За монахом стояла дюжина или около того высококлассных культиваторов в разной одежде, и они тоже с любопытством смотрели вдаль. Вскоре после этого в далеком небе вспыхнул духовный свет, и один за другим появились летающие ковчеги, прежде чем отправиться прямо к городской стене. Среди культиваторов, стоящих позади монаха, сразу же пронесся ажиотаж, и ситуация стала слегка хаотичной. Монах не обернулся, но почувствовал реакцию каждого и тут же откашлялся, нахмурив брови. Он сделал это не очень громко, но вся болтовня тут же стихла, и в этот момент вдалеке среди вспышек духовного света появилось еще несколько ковчегов. Глава 1880. Оплот больших семей. При виде ковчегов на лице монаха появилась слабая улыбка, и он тут же позвал вдаль. «Это вы, товарищ Даосхань? Я ждал вас». Его голос был не очень громким, но на гигантских ковчегах вдалеке его было так же слышно, как раскаты грома. «Я действительно польщен, что вы вышли, чтобы поприветствовать меня лично, товарищ Даос Цзиньюэ. Я полагаю, вы получили письмо, которое я отправил несколько дней назад», ответила лазурная фигура на одном из ковчегов вдалеке. Естественно, он был никем иным, как Ханли, и его голос также был ясно слышен тем, кто находился на городской стене. «Ха-ха, ваша помощь принесет большую пользу нашему городу, поэтому с моей стороны будет правильно выйти и поприветствовать вас лично», усмехнулся буддийский монах Цзиньюэ. Хань Ли просто улыбнулся и промолчал, услышав это. Гигантские ковчеги достигли городской стены всего после нескольких вспышек, после чего Хань Ли небрежно спустился вниз.
«Вы хорошо выглядите, товарищ Даос Цзиньюэ», — сказал Хань Ли, обхватив кулак ладонью в знак приветствия старому монаху. После того, как его духовное чутье установило базу культивирования Хань Ли, в глазах буддийского монаха Цзиньюэ промелькнул намек на шок, и на его лице появилась кривая улыбка. «Я всего лишь старик, товарищ Даос Хань. Я вижу, что всего за несколько столетий вы совершили еще один прорыв на средний этап стадии интеграции тела. Вы действительно посрамили таких старых чудаков, как мы. В вашем возрасте я добрался только до стадии пространственного закаливания». «Ха-ха, нет необходимости быть таким самоуничижительным, товарищ Даос. Если я не ошибаюсь, я чувствую, что вы освоили какую-то мощную способность с тех пор, как мы в последний раз встречались», — сказал Хан Ли с намеком на улыбку. «Я действительно недавно успешно развил определенную способность, но это ничто по сравнению с удивительным прогрессом, которого вы достигли, товарищ Даос Хань. Пожалуйста, следуйте за мной в зал старейшин, и мы продолжим наш разговор там, брат Хань. Не волнуйтесь, о ваших учениках позаботятся», — скромно сказал старый монах, прежде чем сделать приглашающий жест рукой в сторону Хань Ли. «Пожалуйста, ведите, товарищ Даос», — кивнул Хань Ли. Таким образом, буддийский монах Цзиньюэ поручил двум культиваторам позади него вести летающие ковчеги в город, а затем повел Хань Ли куда-то еще в городе. 2 часа спустя Хань Ли и буддийский монах Цзиньюэ прибыли в определенный зал огромной башни. Столы, стулья и стены в холле были первозданно-белого цвета, как будто они были вымощены прекрасным белым нефритом. Помимо Хань Ли и буддийского монаха Цзиньюэ, в зале находились еще 3 практикующих интеграцию тела. Один из них был седовласым пожилым мужчиной с удивительно юношескими чертами лица, другой был дородным мужчиной в черной кожаной мантии, а последней была женщина с волосами до плеч в серебряной маске. Среди 3 пожилой мужчина в белом явно обладал самой высокой базой культивирования. Он был на пике среднего этапа стадии интеграции тела и был всего в шаге от того, чтобы стать культиватором позднего этапа интеграции тела. Что касается дородного мужчины и женщины в маске, они оба были на ранней стадии интеграции тела, но их ауры были весьма своеобразными, так что каждый из них явно использовал какие-то странные искусства культивирования. Хань Ли сидел в своем кресле, слушая все разговоры, но он постоянно оценивал женщину в маске со своеобразным выражением лица. Пожилой мужчина в белом быстро уловил это, улыбаясь, спросил: «Вы встречали фею серебряного света раньше, брат Хан?» Женщине в маске также стало довольно неудобно из-за необъяснимого пристального внимания Хань Ли, и она спросила: «Я тоже хотела спросить об этом. Не могли бы вы просветить меня, брат Хань? Это наша первая встреча, но ваша аура очень похожа на ауру моего знакомого из прошлого. Могу я спросить, из какой вы ветви расы демонов, товарищ Даос?» Спросил Хан Ли с задумчивым взглядом. «Похожая аура. Значит, ваш знакомый тоже должен быть серебряным волком. Даос Серебряный Свет — одна из 2 культиваторов интеграции тела расы серебряных волков», — объяснил мужчина в черной мантии. Выражение лица феи Серебряного Света немного смягчилось, когда она услышала это и с любопытством спросила: «Я действительно член расы серебряных волков. Как зовут вашего знакомого, Даос Хань?» «Возможно, я знаю его». Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, и он действительно решил спросить о Серебряной Луне. «В таком случае, я действительно спрошу вас о ней. Не могли бы вы узнать, хорошо ли в данный момент чувствует себя другой даос по имени Лин Лун?» На его нынешней базе культивирования ему, естественно, не нужно было бояться волчьего монарха Тянькуя, поэтому он смог задать этот вопрос без каких-либо запретов. Он следил за информацией о Серебряной Луне после достижения стадии интеграции тела, но территория расы Серебряных Волков была очень секретным местом, и они очень редко вступали в контакт с посторонними. Следовательно, все, кого спрашивал Хань Ли, либо ничего не знали, либо могли предоставить только крошечные кусочки информации, которых было недостаточно, чтобы он мог узнать о ее текущей ситуации. Теперь, когда он столкнулся с Серебряным Волком стадии интеграции тела, Хань Ли, естественно, не собирался упускать эту возможность. «Лин Лун. Ваша знакомая, сестра Лин Лун? Если подумать, я слышала, что вы вознесенный культиватор. Может быть, вы...» Голос феи Серебряного Света оборвался на полуслове, когда если бы она вдруг подумала о чем-то запретном, и в ее глазах появилось очень странное выражение, когда она оценила Хань Ли. Хань Ли пришел в восторг, услышав это, но выражение его лица оставалось спокойным, когда он сказал: «Значит, вы действительно знаете фею Лин Лун». «Я выросла с сестрой Лин Лун, поэтому, конечно, я знаю ее. У меня есть кое-какая информация о ней, но я не могу раскрыть вам слишком много. Все, что я могу вам сказать, это то, что Лин Лун жива и здорова, и она уже достигла поздней стадии пространственного закаливания», — вздохнула фея Серебряного Света. Холодный свет вспыхнул в глазах Хань Ли, и после краткого размышления его губы задрожали, когда он ответил фее Серебряному Свету: «Что там не может быть раскрыто? Я понимаю, что это неподходящее место, чтобы говорить о таких вещах, и я нанесу вам отдельный визит через пару дней, и мы сможем обсудить Лин Лун более подробно».
Услышав это, в глазах феи Серебряного Света промелькнула нерешительность, но в конце концов она все же кивнула. Все остальные были довольно заинтригованы разговором Хань Ли и феи Серебряного Света, но никто из них не вникал в этот вопрос. Вместо этого они сменили тему и начали обсуждать вопросы, связанные с неминуемой дьявольской скорбью, а также то, как они были благодарны за то, что Хань Ли был готов предложить им свою помощь. До прихода сюда Хань Ли использовал талисман мириадов расстояний, чтобы сообщить старейшинам, что он может помочь защитить город высшего неба от дьявольских бедствий в течение первых нескольких лет, и что он делает это в обмен на убежище для своих учеников. Самые свирепые атаки расы старших дьяволов всегда происходили во время первых нескольких волн, поэтому старейшины, естественно, были более чем счастливы согласиться на такое соглашение. Таким образом, после приятного обсуждения, в ходе которого все обменялись идеями о том, как справиться с предстоящей дьявольской скорбью, Хань Ли наконец ушел. Фея Серебряный Свет смотрела, как Хань Ли уходит с нерешительным выражением лица в маске. 2 дня спустя Хань Ли прибыл в пещерную обитель феи Серебряного Света самостоятельно, и только через полдня он снова появился с мрачным выражением лица. Он остановился у входа и долго смотрел на ясное голубое небо, прежде чем издать холодный смешок, а затем улетел полосой лазурного света. Хань Ли жил в отдельной белой пагоде в городе высшего неба. Эта пагода была менее чем в 10 раз больше других гигантских зданий в городах, но все же была достаточно большой, чтобы в ней мог жить Хань Ли и его окружение. Хань Ли в настоящее время проживал на верхнем уровне этой пагоды, но это не означало, что он собирался жить здесь в течение длительного периода времени. Примерно через полмесяца Хань Ли призвал 3 своих учеников и, дав им некоторые инструкции, покинул пагоду в виде полосы лазурного света. Перед началом дьявольской скорби ему еще нужно было кое-что сделать. Он путешествовал без остановок и прибыл прямо в то место, где располагались все телепортационные образования в городе высшего неба. После того, как он отдал какие-то инструкции охранникам, он был телепортирован в некий огромный город, который находился в бесчисленных километрах. Хань Ли полностью проигнорировал благоговейные взгляды культиваторов, охранявших там телепортационные формирования, и покинул город, улетев в определенном направлении. Примерно через 2 месяца Хань Ли появился в горном хребте, изобилующем зловещей ци. Этот горный массив протянулся на миллионы километров, и внутри него можно было увидеть с десяток городов разных размеров. Эти города были соединены крепостями всех типов в гигантское кольцо, а за крепостями были ряды образований, которые усеивали весь горный хребет, превращая это место в огромную цитадель. Были также группы охранников в лазурных доспехах, состоящих примерно из 100 человек на группу, патрулирующих территорию, но с удивительной базой культивирования Хань Ли он, естественно, не встретил никакого сопротивления, когда он влетел в самую глубокую часть горного хребта и остановился уже перед крупнейшим из дюжины или около того городов. Он завис на малой высоте и смотрел на огромный флаг, на котором была массивная надпись «Лун». Хань Ли узнал кое-что об этом городе, когда был в городе высшего неба, и он знал, что это была крепость, которую семья Лун построила вместе с дюжиной или около того других крупных семей, чтобы вместе отразить расу старших дьяволов. Все эти семьи были разного размера, и некоторые из них даже не были настоящими духовными семьями, но все они были довольно могущественными. В противном случае они не были бы достаточно уверены в себе, чтобы создать свою собственную независимую крепость перед лицом надвигающейся дьявольской скорби. Конечно, их самый большой источник доверия был в патриархе семьи Лун, который был известен как одно из самых могущественных существ человеческой расы. Хань Ли задавался вопросом, что подумают эти люди, если узнают, что этот их могущественный покровитель собирается покинуть это место вскоре после начала дьявольской скорби. На мгновение задумавшись над этой ироничной мыслью, Хань Ли внезапно перевернул руку, чтобы достать желтый талисман, затем провел им по воздуху, и он выстрелил полосой золотого света, прежде чем исчезнуть во вспышке. Затем он перелетел на ближайший холм, сел на огромный камень и спокойно закрыл глаза.